Welcome to Expo 2020. В Дубае открылась Экспо 2020. Экспо 2020 в Дубае ждали Expo долго. 2020 will leave a lasting economic legacy. World Expo is على بركة الله إكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق. Так, вы, конечно, знаете, что это такое. Правильно, Эйфелева башня. Грандиозное сооружение, символ Франции, и появилась она благодаря Всемирной выставке. Так же, как и скульптура «Рабочий и колхозница», статуя свободы и триумфальная арка в Барселоне. История Экспо насчитывает 170 лет, начавшись в 1851 году. Стоп! Это видео что, полностью будет про историю всемирных выставок? Не совсем. Просто общаясь со знакомыми, я понял, что многие вообще не представляют себе, что такое Экспо. А между тем, это очень значимое событие. Что-то вроде Олимпийских игр в сфере выставок. О том, как я съездил на Экспо 2020 в Дубае, о ценах, о лучших и худших павильонах, о полезных советах я обязательно подробно расскажу чуть позже. А пока посмотрите на это. Так выглядела первая всемирная выставка, которая прошла в Лондоне 170 лет назад. В организации выставки принимал активное участие принц Альберт. Для проведения Экспо 1851 возвели огромное сооружение – Хрустальный дворец. А вот, кстати, и российский павильон. В выставке участвовало 363 российские фирмы. Россия привезла зерно, кожу, изделия металлургической промышленности и предметы роскоши. Выставка имела колоссальный успех. За время проведения ее посетило более 6 миллионов человек. Это треть населения Великобритании на тот момент. Выставка принесла и немалый доход, но главное дала толчок для проведения таких выставок в других странах. В последующие годы Экспо провели в Париже, а потом и в других городах мира. На выставке съезжались промышленники и бизнесмены. В павильонах показывали достижения своих стран. Немало грандиозных изобретений было впервые представлено именно на выставках Экспо. Например, телефон, эскалатор, трамвай, электромобиль и даже технологию IMAX. После проведения Экспо в городе оставались здания, в которых все проходило. Например, Атомиум в Брюсселе или башня Space Needle в Сиэтле. В наши дни Экспо проходит раз в 5 лет, но в промежутке между ними проводятся специализированные выставки под эгидой Международного бюро выставок. Например, прошлое спецэкспо прошло в Астане в 2017 году. У меня, кстати, тоже об этом есть видео. С появлением связи, авиации и интернета всемирная выставка немного утратила свою значимость. Сейчас Экспо делается больше для развлечения и повышения имиджа стран. Кстати, Экспо в 2020 году могло состояться в России, а конкретнее в Екатеринбурге. Город был кандидатом на проведение всемирной выставки, но в последнем туре проиграл Дубаю. Екатеринбург попробовал пройти в 2025 году, но тут нас обошел Осака. Теперь уже в 2030 году на проведение Экспо претендует Москва. Но вернемся к Дубаю. То, что построили эмиратцы, действительно впечатляет. Огромное пространство площадью 438 гектаров, что в 2 раза больше Монако и в 10 раз больше Ватикана. Срок проведения выставки 6 месяцев. Принимает участие 192 страны и 10 организаций. Тема: объединяя умы, создаем будущее. Теперь, когда вы имеете представление о всемирных выставках, я расскажу информацию, которая вам очень сильно пригодится для посещения Дубайского Экспо. Итак, начнем с цен. Билет на один день обойдется вам в 95 дархам. Также есть месячный абонемент стоимостью 195 дархам. И абонемент на весь период проведения Экспо 495 дархам. Хорошая новость. Всем детям и подросткам до 17 лет вход бесплатный. Также бесплатный вход для пожилых людей старше 60 лет, для студентов и для людей с ограниченными возможностями. Также есть семейные пакеты, экскурсионные и даже ультра-мега VIP платиновый за 10 тысяч дархам. Но, наверное, это не совсем то, что вам нужно. Лучше, конечно, брать абонемент, если есть возможность приехать сюда несколько раз, потому что обойти все павильоны за один день никак не получится. Да даже 20 павильонов за один день сложно пройти. Мы были на Экспо 4 раза, при этом обошли всего 86 павильонов. Это меньше половины. И еще за день глаз быстро замыливается. Заходя в очередной павильон, ты не восторгаешься новейшими технологиями и необычными шоу, а просто я такое уже видел. Насчет транспорта. Очень хорошо, что до Экспо провели метро. Станцию Экспо 2020 успели открыть за несколько месяцев до начала выставки. Поездка в одну сторону обойдется вам в 7,5 дархам. Конечно, лучше пользоваться дубайской метрокартой. Так дешевле. От района Дубай-Марина ехать 25 минут. От Дубай-Мола – час. Также есть и бесплатные автобусы. Они отходят от 9 разных станций, в том числе от Дубайского аэропорта и Дубай-Мола. Но если честно, я на них ни разу не ездил. Перед входом в Экспо у вас проверят сертификат на вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Правда, QR-коды не сканируют, а проверяют вскользь. На Экспо разрешено проносить воду, но если не хотите тратиться, захватите какие-нибудь емкости. По всему Экспо стоят фонтаны с питьевой водой, а на такой жаре пить хочется очень много. Одна из самых крутых вещей, которые придумали на Дубайском Экспо
Это паспорт. Это такая маленькая желтая книжечка, которую можно купить за 20 дархам в официальном магазине. Она нужна для того, чтобы в нее ставить печати из каждого павильона. Сейчас пойдем ставить печать. Печати дело, конечно, добровольное и бесплатное. И в целом их можно ставить в любую тетрадь или даже на отдельном листочке. Но в паспорт-то симпатичнее. И не знаю, думали ли об этом создатели заранее, но у них получилось очень сильно повысить посещаемость павильонов, особенно маленьких. Есть такие страны, про которые ты не сразу скажешь, в какой части света они находятся. И в эти павильоны заходят нечасто. Но ради печати почему бы и нет? Итак, ты вроде всего лишь зашел, чтобы поставить отметку в паспорте, но тебя берут в оборот работники павильона, и вот ты уже понимаешь, что 10 минут слушаешь про культуру африканской страны или разглядываешь тотем островного государства. Для меня, как для жесткого барахольщика, который коллекционирует все подряд, это было особым удовольствием. В оформлении печати некоторые страны постарались, а некоторые нет. Вот эти, пожалуй, мои самые любимые. В моем телеграме и в паблике ВК я выложил все, которые мне удалось собрать. Место, которое вам обязательно надо посетить, это главный фонтан-водопад. Масштабное сооружение высотой 13 метров. С определенной периодичностью объект начинает производить шоу с огромными волнами. Ночью, благодаря специальной подсветке, создается иллюзия, что вода течет вспять. Там получаются эпичные фотки. В целом все павильоны можно разложить на две группы. Это павильоны больших стран и маленьких стран. Большие павильоны, например, таких стран как Россия, Германия, Корея, Япония, имеют свое отдельно стоящее здание. У таких павильонов свой уникальный дизайн, и в целом архитектуру этих объектов надо воспринимать как часть масштабного шоу, как музей под открытым небом. Внутри таких павильонов обычно представлены различные технологичные решения. Интерактивные полы, 3D-фильмы, очки виртуальной реальности, проекции и прочие креативные приемы. В павильоны маленьких стран входят в основном страны Африки и маленькие островные государства. Они расположены в типовых зданиях без особой отделки. Обычно в них не бывает очередей. В таких павильонах рассказывается о культуре и особенностях этих стран. И знаете, это работает. За короткое время нахождения там ты уже немного начинаешь понимать, что эта страна из себя представляет. Окунаешься в дух страны, как будто бы съездил в небольшое путешествие. Очень актуально для времен закрытых границ во время пандемии. Итак, когда вы уже знаете все вводные, думаю, стоит рассказать, какие павильоны нужно посетить. Конечно, есть оговорка, что я посетил не все страны, и, конечно же, мои советы субъективны, но все-таки будет от чего отталкиваться. И, пожалуй, лучшим павильоном оказалась Германия. Все было продумано. Им удалось соблюсти общую концепцию, при этом используя технологичные приемы и внедряя интерактивные игры. И главное, что все было понятно. Задумку понял бы и ребенок. Единственный минус – это очередь. Если попадете в пиковое время, то можете простоять в очереди целый час. Еще один из неплохих павильонов был Саудовская Аравия. Все начинается с интересного здания. Под большим наклоном от стекол отражается все, что происходит внизу, а вечером работает медиафасад. Внутри огромные декорации рассказывают об истории страны и о ее планах на будущее. Все заканчивается шикарной психоделической инсталляцией с интерактивным полом. Также я бы еще отметил павильон Австралии. Не могу сказать, что была какая-то оригинальная идея, но исполнение было на очень высоком уровне. Главным разочарованием Экспо 2020 стал Китай. Страна, от которой лично я ждал нереального представления, сделала павильон очень плохого качества. Анимация не 4К, а в лучшем случае 480p. Качество отделки на низком уровне и сама концепция никакая. Разочаровала Великобритания. Огромное красивое здание. Ты идешь, долго идешь по извилистому подъему, и внутри ничего. Просто неплохое место для фотографий и очень слабая концепция. Также разочаровала Италия. Страна, которая имеет богатую культуру и является развитой в экономическом плане, сделала довольно скучный павильон. Ничего кроме репродукции статуи Давида посмотреть не было. Но были на экспо и страны, от которых ты ничего не ожидал, но они очень удивили. В первую очередь это Люксембург. Крошечное государство в центре Европы, но оказалась страна очень с неплохими достижениями. Например, в Люксембурге находится крупнейшая частная сеть управления спутниками. Или самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, сделанное из стали и стекла, произведенного в Люксембурге. Обо всем этом рассказывается в качественном видео, да и сам павильон в архитектурном плане очень хорош. Также удивил Пакистан. В первую очередь это здание.
такие оригинальные, но и выставка внутри была очень хорошая. Без каких-либо особо новейших технологий, но очень стильно и понятно показана культура и история страны. И еще Сирия. Не очень большой павильон, но он до отказа заполнен картинами сирийских художников. Сотни небольших деревянных дощечек были разрисованы сирийцами со всего света. У некоторых стран была одна креативная фишка, но в целом павильоны были обычные. Например, Нидерланды с проекцией на зонтах или Австрия с концептуальными зданиями, каждая из которых работала на отдельное чувство. Испания показала очень интересную короткометражку. Швейцария сделала красивый зал с туманом, в котором получаются хорошие фотки. Казахстан представил оригинальный танец с роботизированной рукой. А что про российский павильон? Тут я не могу сказать ничего особенного. Павильон неплохой, просто в нем нет ничего запоминающегося. Есть парочка интерактивных элементов, но концепция очень банальная. Небольшой совет. Когда впервые попадаешь на экспо, поначалу ты искренне начинаешь вникать во все экспонаты, но уже к 4-5 павильону понимаешь, что столько информации не переварить. И расслабляешься и начинаешь получать удовольствие. Еще раз хочу напомнить, что все это сделано для развлечения. Да, конечно, под оболочкой науки, образования и хорошего будущего планеты, но все-таки для развлечения. Так что советую не пытаться объять необъятное, а просто воспринимать это как парк аттракционов. Кто уже побывал на экспо и может посоветовать крутые павильоны, о которых я не сказал, пишите о них в комментариях. Думаю, многим пригодится. Если хотите больше материалов на эту тему, то предлагаю подписаться на Patreon. Там я оставил видео, в котором подробно рассказываю о всех павильонах, которые я посетил. И подписывайтесь на канал, я тут снимаю много интересного про Дубай и путешествия. Всем пока!